Ива жаждет креатива. Давай прелюдию там с Франции Да. начнем, и потом уже. Ты приехала к нам из Парижа. Сколько ты там уже живешь? Я живу там 1,5 года, Мгм. чуть больше. Да. И вот мне интересно послушать твой опыт как танцовщицы, человека с творческой профессии. Что такой человек там может делать в Европах? Какие там есть пути развития и какие сложности или легкости там есть? Ну, в целом, мне кажется, что это настолько другой мир вообще в плане восприятия людей, которые занимаются искусством, культурой, вот этим всем сектором, потому что там нет вопроса, например, если тебе задают вопрос, кем ты работаешь, ты говоришь, я танцор, тебя не спрашивают, нет, А на работа самом такая, деле, да, работа твоя какая. Мгм. То есть этот вопрос отсутствует в лексиконе, потому что люди понимают, что ты действительно можешь не просто выживать, работая так, а быть успешным, покупать квартиры, машины, путешествовать, заводить детей и так далее. То есть это реальная профессия, и мне кажется, это настолько сильно влияет на то, как ты вообще себя чувствуешь там. Поэтому даже просто находиться там и исследовать эти все возможности, мне кажется, это дорого стоит, а возможности есть. Это все, конечно, не прям супер просто, но особенно сейчас в нашей экономике, но у них даже есть специальные программы финансирования для искусства, программы поддержки для тех, кто не является сотрудником, например, государственного театра, то есть он не на контракте, он делает маленькие проектики, и у них есть как раз вот этот статус интермитанс, который позволяет тебе получать ежемесячную зарплату просто за то, что ты артист. От государства? Да. Вау. Вот. Мгм. Но чтобы его получить, ты должен как бы отработать определенное количество часов официально, по контрактам, с компаниями. То есть они просто так тебе вот... Подожди, а вот эти компании, то есть как бы государство тебе подкидывает эту работу? Или как это работает? Я не поняла. Оно не подкидывает. Оно может подкинуть вот этот вот статус, если ты ему, на него набрала определенное количество часов, но работу ты ищешь самостоятельно, то есть тут уже как, можно сказать, как повезет, можно сказать, вот насколько тебе удастся туда проникнуть и подойти своими скиллами. А если ты привязан к театру, то ты там прямо на зарплате, как уже сотрудник? Да, но это большая редкость для Франции. То есть в основном, насколько я вижу, это касается классических балетных танцовщиков. То есть вот у них такие контракты. Таких компаний очень-очень мало. То есть в основном все как-то вот кусочками, резиденция там, резиденция здесь, показик тут, показик там. И ты, собственно, со своим расписанием тоже жонглируешь вот всеми силами. То есть это такая система, у которой есть много плюсов, много минусов. Потому что стабильность — это иллюзия все-таки. Насколько знаю, даже профсоюзы есть, да? Да. Какой ты можешь привести пример? Может, ты знаешь, вот что было, что профсоюз поспособствовал чему-то или помог, что-нибудь такое? Потому что у нас в России такого нет. Да. У нас как бы есть профсоюзы, насколько я знаю, в других профессиях. Я вот не очень шарю, насколько они там рабочие сейчас, но было бы хорошо иметь танцевальный профсоюз, конечно. Да, у них это очень хорошо развитая система, и один, мне кажется, из самых ярких случаев, когда профсоюз включился в процесс и завершение было успешно, это Олимпийские игры. Я не знаю, знаете вы про этот скандальчик? Нет, мы просто знаем, что ты участвовала. Да. Но был скандальчик. Жаль, что начала его не я. То есть там было очень много вот этих танцевальных блоков, то есть это разные команды, разные хореографы. И был один блок, который состоял из танцовщиков классических, то есть балетных, которые институционализированы, то есть они на контракте, у них определенная там страховка, права и так далее. И были танцовщики, которые фрилансеры, contemporary, urban, вот это все. И они все работают над одним и тем же проектом. И в какой-то момент
ну, люди же говорят друг с другом, в какой-то момент они выясняют, что у балетных танцовщиков абсолютно другие условия по контрактам, что их селят в отеле, что у них зарплата выше, что у них там что-то еще по страховке, по-моему, было другое. И я не знаю, как вообще руководство планировало это скрыть, потому что, насколько я знаю, они не подписывали никакой NDA. Может быть, подписывали, кстати, не уверена, не буду точно говорить. Но когда это все всплыл еще один момент, что организаторы отказались платить за, я не знаю точно, как в России это называется, image rights, права на использование твоего лица, как да. бы, да? Угу. А по идее это, то есть это та же самая сумма, допустим, ты получаешь 1000 евро, и тебе должны столько же за права. И они сказали, мы не будем за это платить. Ну, это Олимпиада, это одно из самых больших мировых мероприятий. Естественно, это трансляция по всему миру. О чем вы говорите, конечно. Ну, image rights — это вообще основная часть, которая должна быть прописана в контракте. Вот. И они решили протестовать. Они захотели, чтобы зарплата была выше. Они поняли, что у этого комитета есть деньги, ну, что, конечно, очевидно. Вот. И они, в общем, решили протестовать, они подключили профсоюз. Это все очень сильно осуждалось со стороны руководства, со стороны там хореографов некоторых и так далее, потому что они говорили, вот, мы все здесь ради одной миссии, это большое событие для Франции, как вы можете вообще пытаться, ну, какую-то опасность, да, создать в этом во всем. Они все так послушали, и есть еще такой момент, что это все происходило вот уже практически очень близко к дате. И что они сделали? Они пришли на последнюю репетицию на площадку, и они отказались танцевать. То есть они вот так вот подняли руку, и они просто стояли. Wow. И ничего не делали. И они сказали, мы не будем выступать, если вы нам не поднимете вот эту зарплату на размер прав, которые вы должны оплатить. И в итоге, после вот этих вот всех трений, руководство согласилось. И оно подняло не только им, но и всем вообще. На всякий случай. Да. То есть благодаря вот этой маленькой группке танцоров, которые не побоялись, которые решили вот, что они выдержат, да, весь этот наплыв негатива, который на них обрушился, мы тоже получили больше денег. Но мне кажется, это вот просто ярчайший пример, который я видела. Не знаю, как бы они справились без профсоюза, было бы это то же самое или нет, но он участвовал, и это факт. Угу. Я, кстати, знаю похожий кейс, но не в таких масштабах, конечно, не в масштабах Олимпиады. Ну вот знакомые ребята работали танцовщиками на государственном мероприятии, и тоже там начали выясняться, там начали добавляться задачи, которых не было изначально. Классика. Да, и ребята сгруппировались и сказали вот тоже близко к дате, возможно, это секрет, что надо не в начале, а вот накануне сказать, что мы просто не приедем, и им подняли, потому что, ну, видимо, дешевле поднять зарплату, чем просто все отменять, переделывать. А деньги-то есть у организаторов. Всегда. Практически всегда. Да, то есть, возможно, классная история, и, возможно, даже без профсоюзов что-то можно сделать. Да. Просто очень грустно, что даже на таком уровне, да, и при таком масштабе тебе нужно вот постоянно находиться в каком-то таком состоянии и смотреть, не притесняют ли тебя где-то. Ну, как-то можно по-человечески, мне кажется. Да, хотела еще спросить, каково быть иммигрантом из России сейчас в Европе? Сталкивалась ли с каким-то негативом, непринятием? Ну, да, можно здесь, наверное, развести быть иммигрантом, в принципе, потому что это очень тяжело. Но именно какого-то притеснения по национальному признаку, если мы об этом говорим, я его не чувствую, не потому что я нечувствительная, а потому что конкретно ко мне оно не проявляется, то есть мне была оказана очень большая поддержка и со стороны комьюнити танцевального, и со стороны в целом французского государства, чему я очень благодарна. Мне кажется, что напряжение больше присутствует между самими, например, российскими иммигрантами в каких-то моментах, потому что это конкуренция, и, ну, в целом между вот всеми тремя странами — Россия, Беларусь, Украина.
что в целом понятно, и у меня вопросов не вызывает. Мне еще кажется, что сейчас, возможно, мне так кажется, не знаю, но есть такое ощущение, что вот ребята из России смотрят на, там, допустим, на тебя, допустим, на Мякса, которые уехали и видят только как бы Инстаграм-картинку, и кажется, что все очень легко, просто классно, и ты приезжаешь и получаешь контракты, ты работаешь моделью, вот, ну, это, наверное, не так, да, что это так просто. Мне кажется... Ну, опять же, потому что показывать, например, процесс, через что тебе приходится пройти для того, чтобы просто была работа, то есть никто же это не будет показывать. Ну, то есть что, вот мы сидим и пишем заявки. Никто не будет это показывать. Естественно, это очень большой труд, это огромный труд каждого дня. Я никогда в жизни так много не трудилась, мне кажется, как сейчас. Конечно, есть какие-то моменты, где можно сказать, там, ой, повезло, да, но это опять же, такой больше философский вопрос, что такое везение. Это мне повезло, потому что там я вкладывалась десятилетиями, да, в то, что я делаю, или по какой-то другой причине. Ну, то есть я думаю, что это правда не стоит романтизировать, потому что далеко не каждая психика вообще это выдержит. Если человек никогда не эмигрировал, мне кажется, это не понять вот прям на своей шкуре, потому что в целом это у тебя нету выходных, ты не можешь отдохнуть, ты не можешь перестать быть иммигрантом, ты не можешь перестать быть чужим в этой стране, то есть ты всегда им будешь всю свою жизнь, как бы хорошо ты ни говорил на языке, ты другой, это чувствуется, каждый уголок тебе об этом говорит, каждая церковь говорит тебе, что это другая религия, поэтому это кажется, что это какие-то глупости, там, ой, вообще мне не важно. Ну, я, например, не религиозный человек, но когда я увидела православный храм в центре Парижа, я просто смотрю, думаю, боже мой, это же вот прям у меня как какие-то сразу кони вот так вот понеслись, рожь заколосилась внутри меня. Я никогда себя не чувствовала настолько русской до моего переезда. То есть вот эта национальная идентичность, она сейчас настолько стала подниматься, это очень интересный процесс. То есть я всю жизнь хотела уехать, я уехала, и я теперь чувствую себя вот носителем какой-то этой культуры. Но это не просто, ребята, если кто-то хочет попробовать, удачи. Да. Все немножко развеяли этот флёр сказки. Да. Ну, конечно, это красиво. То есть я обожаю Париж и Францию, мне очень нравится, но это очень большой труд. Да. Давай, наверное, перейдем к Давай. электротанцу. У меня недавно вышел выпуск Electro Girls, который я вас отсылаю посмотреть, ссылки где-то. Шикарный выпуск. Да, и ты была инициатором, на самом деле, этого выпуска, этого разговора большого. И вот, наконец, мы встретились, чтобы еще это обсудить. Вот, с чего начнем? Может, ты расскажешь, как дела сейчас с электро во Франции стоят? Это родина электродэнса, просто для справки. Вот, и что там сейчас происходит? Именно в плане девочек или вообще? Ну, если вообще, может, я попробую резюмировать, как мне это видится, что сейчас электро очень стало коммерциализированным. Может, это хорошо, потому что для танцоров больше возможностей. Оно было представлено на Олимпиаде, в том числе на открытии. Куча проектов у всех. В театре электро есть. Вот. И это то, как я сейчас вижу. Вот. Но да, интересно, что происходит с девочками, и сравнить, возможно, с тем, что происходит в России. Вот. В целом, можно сказать, что во Франции в силу политики, да, государства там, в отношении культуры, у них есть такое направление поддержки урбан-танца, и электро тоже туда попадает, в эту категорию. То есть они сейчас любят поддерживать хип-хоп, они любят поддерживать вакинг, они любят поддерживать меньшинства различные. И за счет этого, бывает, создается картинка, что ой, вот мы пришли к успеху, раз нам дают потанцевать в театре. Но на самом деле
Там все равно, я не знаю, кстати, сложно сравнить уровень снобизма там и в России, например, потому что, по моим ощущениям, тебе все равно не дают забыть, что ты не классический балетный танцовщик. То есть вот им дозволено танцевать на главной сцене опера Гарнье, а к тебе все равно пока что вопросики. Но к тебе вопросики, но если, например, какой-то хореограф топовый захочет использовать электродвижения и поставить их на балетных танцовщиков, тогда на сцене опера Гарньер ему можно это делать. Но тебе, носителю культуры, нельзя. Пока что. Как будто бы. Спасибо, что тоже немножко деромантизировала мое восприятие электро. Конечно. То есть это такое все. Это все политическая игра. Там вот в каждом решении, в каждом движении, ну вот я правда это вижу, потому что я все равно походила, посмотрела, кто что производит, ну, в плане хореографических работ. И я вижу вот эту вот эксплуатацию стиля, в том числе электро. Я вижу, что хореографы начинают с этим работать, которые вообще не понимают, что это такое. Они берут музыку, они берут движение. Иногда, если уж снизошли, они могут взять электротанцоров. И, например, одну постановку, которую я видела, там просто всю постановку тащат электротанцоры, потому что вот они умеют там прыгать, они умеют делать выбросы и так далее. И ты на это смотришь и думаешь, окей, а где же ваша хореография в этом всем? Мне вот очень интересно, потому что это просто их фристайл. То есть сейчас во Франции началось как-то структурироваться преподавание, то есть появились прям такие хорошего качества formation, они называют их, можно сказать, танцевальные школы, танцевальные группы, ну, в целом, как у нас. У них довольно-таки разная атмосфера, то есть есть Лапланк, например, которую ведет Миель, есть Капсуль, которую ведет Миллиард. Лапланк больше такая батловая направленность, Капсуль больше про фристайл, импровизацию, такой soulful танец, я бы сказала. Появился еще один проект, не знаю пока, что с ним будет, который делает Наим. Вот у них, по-моему, какой-то тестовый был ран этим летом, но время покажет, то есть пока непонятно, это сейчас остановится или дальше куда-то пойдет. То есть появляются прям такие вот большие организации. Появляется все больше организаторов батлов, то есть не только вот хедлайнеры, да, года, там, LRC или Frequency. Появляется еще куча маленьких событий, они тоже пробуют играть с концептами. У них, ну, пока что, мне кажется, такие все-таки первые пробы, они так аккуратненько к этому подходят. Но был интересный концепт, когда разделили на две категории электро, и была одна категория клаббинг, где предполагалось, что будет такой более мягкий танец, может быть, не мягкий, может быть, просто поточный. И была категория Гвадалахара, где где было мексиканское электро. Но в плане музыки клаббинг что-то как-то все равно тянулся к Гвадалахаре, и там все равно было мясновато. Была еще классная концепция, где они пытались сделать такой космик вайб, то есть больше такой космическое электро, но тоже что-то многовато всего намешали туда. Ну, пытаются. Ну, что-то происходит, в общем, да. Да, и что происходит с e-girls? Мы подбираемся. Да, я все пытаюсь. Мы подбираемся, друзья. А что происходит с e-girls? Ну, есть у нас статистика интересная, да, что из OG у нас осталась только Соня, а из Middle G есть я теперь у них. Кто-то еще же у них есть или нет, я не знаю. Сейчас сложно сказать. Пока что у меня есть ощущение, что вот из этого моего поколения там в Париже я одна, потому что еще была Чихо, но она уехала в Японию обратно. Да, сложно сказать. Могу кого-то забыть, но ощущение сейчас такое, что на моих плечах вот лежит это звание. И все остальное — это New G. И там очень много девочек, и много сильных девочек. И, собственно, сейчас начинается такой интересный момент, когда в том числе возраст танцоров, которые приходят в электро, он становится старше. То есть там есть люди 30+,
которые обладают определенным уже бэкграундом в хип-хопе, в других стилях, которые там прокачаны по, например, феминизму, социальным наукам и так далее. То есть у них есть другой жизненный опыт, который, может быть, не прям вот связан с электро, но в целом не нуждается в адаптации. Как интересно. Буду немножко все время сравнивать, потому что у нас Нью-Джи — это в основном прям очень молодые ребята, девчонки. Там тоже есть дети, там есть прям дети-дети, то есть вот какие-то вот малюсечки, малышечки, но по уровню это вообще, ну то есть это прям просто начинающие. Я бы даже их в Нью-Джи не отнесла. Да, и то есть за счет этого у них, у девочек Нью-Джи, да, ну вот и у тех, кто постарше уже в культуре, есть определенный, слово забыла, vision. Видение, спасибо. Видение культуры, да, как процесса, то есть что происходит, как она течет, как она движется, что меняется. За счет того, что они тоже там в женском теле, да, прожили определенное количество лет, они способны анализировать и приходить к каким-то выводам и предложениям без того, чтобы провести в электрокультуре десятилетия. То есть, ну вот как раз об этом идет полемика, что со стороны лжи вот эта вот вся история про то, что вот вы еще не заслужили это право говорить, а со стороны девочек идет то, что мы заслужили, ребят. Ну вот, да, сейчас такой очень странный момент, интересно, как все повернется, есть ощущение, что это поворотный момент, может быть, в культуре. Они действительно стараются услышать, но за счет того, что они часто воспринимают это на свой счет как персональную атаку, за счет того, что это эмоциональная культура, французская, я имею в виду, это протестный народ, им тяжело, когда этот протест оборачивается против них, потому что они привыкли быть на той стороне. Интересно. Да, то есть как будто получается, как я поняла, их мысль, что девчонкам надо пройти такой же путь и как бы эту систему пройти, и только тогда ты заслуживаешь права что-то поменять. Ну да, то есть им кажется, что выиграв батл, у тебя какая-то новая перспектива откроется на то... Опять слово забыла. Буду переводить. Patronizing. Снисходительное отношение или какие-то препятствия, почему возникают на карьерном пути. То есть для этого не нужно выиграть батл, для этого достаточно родиться женщиной, пожить, может быть, там лет 20, 25, 30, в зависимости от того, насколько там аналитика, да, быстро развивается. То есть это те вещи и те процессы, которые свойственны обществу в целом, они просто электро. Поэтому, когда ты поднимаешь какую-то проблему, и тебе говорят, нет, это не так, вот мы вот это сделали и вот то, ну, это не может быть не так, потому что так устроен мир. Это не только про вас, друзья, это в целом. И, я так понимаю, девочек-преподов особо нет? Матильд раньше преподавала, сейчас я не знаю, к сожалению. Соня преподает в Капсуль иногда, я преподаю тоже в обоих формейшнах иногда и в танцевальной академии в одной. Но такого, знаешь, чтобы прям был какой-то вот ментор, и вот он тащил за собой, как Миель, например, или как Джимми, пока что такого нет. Давай еще посравниваем, как происходит это в Париже и здесь, в России. Вот что ты тут видишь в этих отношениях? Ну, сейчас, например, то есть из-за того, что я довольно далеко, да, вот территориально даже от того, что здесь происходит, я вижу многое только по видео, ну или когда люди приезжают к нам. Ну, например, для меня был очень сильный контраст увидеть то, как вообще реагируют на танцовщиков представители России и все-таки представители Франции, потому что мне кажется, что есть один такой момент, на который стоит обратить внимание, потому что
он может очень сильно повлиять на то, как в России все будет развиваться. И это вот такое обожествление танцоров, учителей мужского пола со стороны девочек. И это я вижу как раз то, что в том, что происходит в России очень сильно. У меня был такой немножко даже культурный шок, наверное, когда я это увидела. И мне кажется, это очень опасная тенденция. То есть, конечно, это отчасти связано с возрастом и так далее, но мне кажется, это очень сильно еще говорит о том, как люди себя позиционируют в культуре, и это к обеим сторонам, и кто обожествляет, и кто и кого обожествляют. Потому что, например, вот в наше время, когда был Nice for Ice, когда мы росли как танцоры в электро, я не помню, чтобы было такой уровень вот этого культа личности, да. Вот когда просто, не знаю, люди готовы заплакать после того, как человек на них посмотрел, человек дает им комментарий, они там: ты знаешь, что он мне сказал? Ну, как бы это все хорошо. Мне кажется просто, что в той ситуации, когда у определенной группы людей, да, у мужчин в этой культуре очень много власти, вот такое поведение, оно может подпитывать не самые их лучшие стороны, к сожалению. Но тут тоже другой вопрос как бы к ним. А почему... Давай. Почему вы кормите свое эго маленькими девочками? Вот, может быть, есть какие-то другие источники, откуда можно это покормить. Мне так кажется. Я, например, очень хорошо помню, как Синга себя всегда позиционировал. Хосе, в принципе, тоже. То есть, когда даже, например, появлялись какие-то успехи у их учеников, как ученик, ты приходишь, ты говоришь: ой, там, спасибо за вклад в меня. Всегда был ответ, что это не я, это ты, это твой труд, как бы присваивай себе свои успехи, и все нормально. То есть там было такое отделение от тебя, как от ученика, было большое пространство вот именно для своего какого-то поиска, и опять же, не то, я даже не могу сказать пресечение, обожествление, то есть его там как будто бы не могло возникнуть, потому что было очевидно, что людям это не нужно. То есть они занимаются своим ремеслом, они растут, они тренируются, они ведут тебя. Вот если тебе надо, ты можешь присоединиться. Но там не было такого, что ты чувствуешь вот это вот «напитай меня». И сейчас как будто... Да, немножко спайси пошли. Да. Просто еще подумала, что сейчас часто слышу, когда описывают кого-то, как это ученица вот этого, это из команды вот этого. А реально вот раньше, человек мог сказать: я хожу к Синге на классы, но редко, когда говорили: я ученица там кого-то. Да, и как будто люди больше ресерчили сами или даже были, как это называется, самоучками. Сейчас вообще такого мало, мне кажется. Мне честно кажется, что вот это вот они так не позиционировали себя, то есть не было команды учеников. Вот сейчас выступает команда такого-то там преподавателя. Не было такого, и они никогда нас не называли, что вы наши ученики, хотя мы ими были по факту. Мне кажется, что все-таки больше ответственности в этом процессе лежит на преподавателях, а не на тех, кто к ним ходит, потому что иерархически они стоят выше. То есть и у них, раз уж они преподают, и, наверное, у них есть какой-то опыт, и, исходя из этого опыта, они могут определенным образом навигировать всю эту ситуацию. Но, возможно, либо не хватает внимания, не всегда, либо просто это не воспринимается как какой-то момент интересный, на который стоит посмотреть. Ну да. А стоит посмотреть. Но мне кажется, что это довольно опасная тенденция, потому что мы много говорили о том, что там девочкам не дают судить, да, и так далее, но даже на факты просто посмотреть, почему такой отток из культуры, да, и это происходит постоянно.
я преподаю огромное количество лет не только в России, то есть в Европе, и неважно, в какую ты вот не поедешь страну, им действительно очень тяжело, девочкам, да, почувствовать вообще, что у них есть место в этой культуре, потому что они чувствуют вот эту вот доминантность, но в том числе, может быть, где-то мы можем попробовать не поддерживать эту доминантность. Нет ничего плохого в том, чтобы восхищаться чьим-то танцем или скиллом, но есть разница между тем, что я восхищаюсь, это правда потрясающе, о боже, я плачу, вы тронули мое сердце, и тем, что я ставлю человека на пьедестал, что бы он ни сделал, любой поворот головы для меня это превращается вот просто в какой-то катарсис. Да, еще вот мы с девочками в выпуске обсуждали, важно ли, чтобы в судьях сидела хотя бы одна девушка, и многие, в том числе девушки, как будто не понимают, зачем это нужно, и не видят в этом проблемы. Вот можешь просто в 2 словах как-то резюмировать, почему нужно, чтобы это было, и почему это тоже опасно и странно, что этого нет? Мне кажется, например, вот часто же садят кого-то из All Styles судить, да, например, 2 судьи Электро, 1 судья All Styles, и при этом ни у кого не возникает вопроса, а почему это он тоже будет судить Электро, да, потому что есть такая категория, потому что есть такие танцоры, которые выходят, но если, например, есть категория e-girls, и нету судьи женщины, это мы как объясняем себе, мне очень интересно. Дело все, то есть это очень, очень простой ответ, это про инклюзивность. То есть когда мы задумываемся о том, что наше сообщество неоднородно, что существуют разные группы, возрастные, да, там разные группы, там кто-то живет в Москве, кто-то из регионов, да, то есть я помню, например, в эпоху Мувимпрува Александр привозил такое огромное количество учеников, да, то есть тоже я уверена, что Синга как организатор, например, он принимал это во внимание, да, он знал, что будет много детей, что нужна детская категория, что, возможно, в плане классов там должно быть какое-то расписание, которое будет удобно для них. Это окей быть инклюзивными. И, соответственно, когда у вас есть группа, которая underrepresented, недопредставлена, которую вы постоянно теряете из культуры, и в то же время, которая является основным источником дохода, потому что основная часть всех учеников — это девочки. Есть такое ощущение, что было бы правильно посадить в судейский состав кого-то из них, потому что, возможно, этот человек в плане танца увидит что-то, чего не видите вы, но в том числе это важно потому, что, будучи человеком из категории, которая обособлена, и смотря вот куда-то вот наверх, если ты там не видишь никого, тебе очень сложно продолжать развиваться и расти. Ты не можешь стать тем, кого ты не видишь. У тебя нету этого примера перед глазами. То есть это поэтому так мало людей и оставалось там из моего поколения, да, или, например, из поколения старше. Потому что это нужно обладать, я не знаю, мне кажется, это про себя могу сказать, что это, наверное, упрямство. Кто-то может сказать про талант. Это важно в том числе поэтому. Это точно так же, как, не знаю, если ты никогда в жизни не видел, что женщина может быть космонавтом, у тебя даже может мысль не возникнуть, что такое возможно. То есть это настолько важный, тонкий момент психологический, что тут даже нечего обсуждать. А что? Женщина по-другому считает 5, 6, 7, 8. Это не об этом, это вообще не об этом. Мы должны видеть, что там впереди на этой дорожке кто-то есть, и он жив, и с ним все в порядке, и он даже вот танцует как. Да, я сейчас подумала, в выпуске обсуждали в том числе вот тенденцию, что сейчас много девчонок, и обсуждали это как что-то классное, позитивное, но сейчас я подумала, что, скорее всего, если так будет продолжаться, большинство из них скоро уйдут из культуры, останется пара исключений, которые, вот как ты, например, смогли упорством и каким-то колоссальным трудом и удачей какой-то закрепиться.
вот, если ничего не поменяется. В нашем поколении тоже очень классных девчонок было много, так что, ребята, если вас обнадеживает, что их много, посмотрите назад, они там тоже все были. Нужно действительно поговорить, попробовать с теми, вот кто ушел, потому что я разговаривала с французскими OG, которые перестали танцевать, и это другая, это абсолютно другая культурная среда, это другие причины, по которым люди уходят, но есть общее, да, в этих проблемах, и общее это то, что есть деструктивные тенденции в культуре, которые влияют очень сильно на то, как женщина себя в ней чувствует. И мы не можем, к сожалению, самостоятельно это починить. Нам нужна мужская помощь. Да, вот в том числе одна из тенденций, о которой я узнала от тебя, я не думала про это про стирание женских имен из истории. Я знаю, что такое есть в целом глобально в истории, но почему-то я такая, у нас тут урбан, танцы, тут все peace, love, unity, я не думала, что это тоже есть, а ты мне рассказала, что это есть, поэтому можешь тоже нам рассказать? Да, это, ты правильно сказала, что это действительно это явление, которое охватывает не только танцевальную культуру, далеко, это везде, наука, искусство, что ни возьми. Но, например, да, в танцевальной культуре у меня тоже был такой вопрос, еще когда я только начинала танцевать электро, и я подумала, интересно посмотреть, как вот в других стилях, которые постарше, чем мы, как они с этими вопросами обошлись. Я поехала на Combination, брейк-данс-фестиваль большой, и я захотела поговорить с Big Girls и поспрашивать, как они себя чувствуют в культуре, что они видят изнутри, вот находясь там столько лет. У меня был такой немножко культурный шок, потому что, наверное, 10% только из тех, с кем я говорила, они сказали, они рассказали мне вот про проблемы, которые абсолютно те же самые, в принципе, что у нас здесь. Подавляющее большинство с таким немножко маниакальным киванием головы говорили, что все хорошо, у нас все замечательно, у нас абсолютно нет никаких проблем. Мне кажется, что в тот момент у меня был очень сильный диссонанс, потому что я чувствовала, что они есть, я стояла с ними в кругах, я видела, как реагировали парни на то, как они танцуют, я слышала, что они говорили. То есть у меня были факты на руках и в ушах, и у меня была совершенно противоположная интерпретация этих фактов со стороны танцоров. И потом прошло много лет, может быть, лет 8, меня пригласили спикером на один фестиваль в Нидерландах. Он называется Brain Candies. Это такой формат, похожий на TED Talk, только чуть-чуть поменьше. Моя тема называлась, если вам интересно, Women and Originality in Urban Dance. Женщины и оригинальность в урбан-танце. Пока я готовилась, мне прислали очень классный референс на девушку Big Girl, которая тоже выступала на этом мероприятии. Ее зовут Фрида Фрост. Она в том числе признанный специалист в академических кругах, и она занимается history studies. Это изучение истории культурной, и она занимается этим вот именно в разрезе брейкинга. И у нее прям есть научные труды по вот этой теме. И она как раз в своем выступлении говорила о том, что в какой-то момент ей стало интересно. Вот она смотрит фотографии старые, и она видит, что на всех вот этих мероприятиях, да, там очень много женщин стоит, там никогда не подписаны их имена, вот они там что-то делают, что-то вот она там пошла помочь, вот тут она уже танцует, ну кто это? Непонятно. То есть там везде под этот прожектор внимания попадают мужские имена, женщин не видно. И она начала копать. И она раскопала, что действительно из-за того, что в основном все эти истории записаны мужчинами, они о мужчинах. Им не особо интересно, кто помогал организовывать это мероприятие. Мне особенно интересно, кто там вообще добился того, что у них это пространство есть. И мне интересно, что вот у них там 3 женщины потанцевало сегодня впервые, не знаю, в истории.
им это неинтересно. И потом культура прогрессирует, и несмотря на то, что эти пионеры, да, они были, приходят новые поколения, им не на кого посмотреть, оно уходит. Приходит новое поколение, им не на кого посмотреть, оно уходит. И так продолжается постоянно. То есть, естественно, как бы OG они все равно остались, опять же, упрямство, да, но потом я начала замечать то же самое в электро. И за счет того, что эта культура все-таки появилась позже, когда есть интернет там, и так далее, какие-то следы, они остаются, но в тех историях, которые рассказывают люди словами через рот своим ученикам, очень часто женские имена стираются. Часто это объясняется тем, что, ну, вы знаете, просто это было не настолько сильное влияние на наш танец. Но потом ты вспоминаешь все вот эти даже разговоры, да, которые были, например, в нашей среде учеников, да, потому что приходили в культуру девочки, в том числе с базы из других каких-то стилей, и я прекрасно помню все эти разговоры, что кто-то из парней смотрит и говорит: «О, боже мой, это так повлияло на мой танец», а потом он начинает преподавать, и этого имени не звучит. Звучат имена, которые звучат всегда, они повторяются, они обводятся жирным маркером, но вот эти вот влияния, которые связаны иногда, там, не знаю, с чувствительностью, с музыкальностью, с каким-то... Почему я поставила женщин и оригинальность рядом, да, в своей теме? Потому что они часто идут рядом. Вот это все, оно начинает куда-то проседать. И был очень жесткий пример, когда во Франции запустилась новый такой образовательный проект. Меня пригласили гостем туда посмотреть, позаниматься, дать фидбэк. Я пришла. Возможно, меня больше не позовут. Ну, кстати, вряд ли. И у них был такой тренировочный блок, потом они решили поговорить. И они давали лекцию про историю электро. И у них сидит вот просто полный зал, человек, наверное, 30-40 людей, которые первый год занимаются, кто-то не занимался вообще. И они рассказывают им историю электро, показывают видео, ни одного женского имени. Вообще. Они показывают видео, и ты видишь там вот этих вот всех худощавых там подростков, да, которых мы все знаем и любим уже в другом облачении. Они говорят: вот это. И там в этом же кругу, там стоят девушки, которые тоже танцуют, их имена не звучат. Я посидела, с уважением послушала интересные рассказы и спросила: а где же женщины в этой всей истории? Мне кажется, что они там были, возможно, мы даже их видели. Началась полемика, конечно же, потому что вот еще что важно сказать. Мне кажется, что люди всегда чувствуют, если они что-то сделали немножко не так, или где-то, возможно, они немножко неправы, и они начинают защищаться очень сильно. И это окей, то есть мы все можем ошибиться, это нормально, мы просто, да, признаем свои ошибки и вместе движемся дальше. Но потом выяснилось, что, оказывается, все это время в зале с нами была девушка, которая является представителем команды Blackout, которая первая женская команда электро во Франции и, наверное, в мире. И она здесь. То есть я никогда в жизни бы не узнала ее лицо, потому что прошло очень много лет. В целом видео были довольно-таки пиксельные. Да. Но она здесь. Это представитель культуры, это тоже человек, который может что-то рассказать. Вообще, если бы я не раскрыла свой благословенный рот, мы бы не узнали даже, кто она. Это невероятно. То есть, опять же, зная, да, насколько происходит жесткая утечка вот именно танцоров женского пола из культуры, как можно не представить такого человека, который был у ее истоков, вот она здесь сидит. Даже если вы не хотите там давать ей слово, чтобы она делала презентацию, хотя бы можно представить ее, чтобы люди могли сами с ней поговорить, кому это интересно. В общем, вот эта чувствительность, да, к таким моментам, мне кажется, это то, над чем нам вот всем стоит поработать как комьюнити, мне в том числе. То есть я тоже не вижу каких-то вещей.
особенно сейчас, когда я в другой культуре, я тоже очень многому учусь, и я готова учиться. Мне кажется, это важно быть открытым к тому, что действительно ты можешь что-то такое, ой-ой-ой, вот куда-то не туда наступить, на чью-то ногу, потому что ноги повсюду расположены. Надо смотреть. Какая метафора красивая. Ноги расположены повсюду, да, можно. Это мы обсудили. Спасибо. Спасибо большое. Я, конечно, приняла это лично. Аплодисменты, у нас тут студия. С чего еще бомбит? С чего еще бомбит нас? Есть у меня такая темка про, значит, про агрессию, насилие и женское тело в кругу. Это про батлы, почему девочкам тяжелее, мне кажется. Расскажи, пожалуйста. Вот. То, что мы, опять же, и в выпуске это много обсуждали, у всех разные мнения, и кому-то кажется, или кто-то может сказать, что нужно просто хорошо потренить. Да. Просто ты, девочка, недостаточно хорошо потренила, поэтому ты не выигрываешь. Да. Вот. Но я думаю, дело не в этом. Что-то мне подсказывает. Что дело не только в этом. Мне тоже кажется, что дело не только в этом. Тренировки — это супер, конечно же. Просто тут, опять же, есть определенный, да, социальный контекст, в котором мы все живем, который больше, чем наша танцевальная культура. К сожалению, тренировками невозможно его поменять, хотя очень бы хотелось. Но в целом то, как чувствует себя женское тело под людскими взглядами и как чувствует себя мужское тело под людскими взглядами, не всегда одинаково. Я бы даже сказала, почти всегда не одинаково. К сожалению, наверное. То есть в целом танец, он сексуализируется очень много, но женский танец особенно. В плане и в целом, то есть мужчина, опять же, я сейчас базируюсь на моем исследовании, да, то есть я не просто с потолка это беру, я очень много изучаю эту тему, я очень много говорю с танцорами разных возрастов, полов, происхождений, достатков, ориентаций и так далее. И я замечаю, что в целом, когда мужчина чувствует, что его сексуализируют, он не чувствует угрозу в этом. Женщина часто чувствует. И это то, что происходит в кругах, то, что происходит на баттлах. Есть такой очень классный эксперимент. Одна женщина, она решила провести эксперимент и превратиться в мужчину. И она стала одеваться в мужскую одежду, она сделала так, что она выглядела как мужчина, и она стала ходить в те же самые места, но будучи вот в таком облике. Вероятно, внешность ей позволяла как-то вот между, да, этими двумя полами путешествовать. И она сказала первое, что она почувствовала, она говорит, я наконец-то стала невидимой, потому что, мне кажется, это тоже многие девушки на себе чувствуют, когда ты выходишь, ты сразу попадаешь под вот этот взгляд. Он всегда на тебе, ты его чувствуешь кожей и так далее. Когда ты выходишь в круг, это еще более становится интенсивно. Там уже разные могут быть интенции у людей, кто-то на тебя смотрит нейтрально, кто-то сексуализирует, кто-то нет. Но в целом то, что мы живем под постоянным пристальным вниманием, под постоянным поиском недостатков в нас, в нашей внешности, в том, как мы одеваемся, в том, как мы себя ведем, в том, как мы телесно себя выражаем. Ты слишком злая, ты слишком эмоциональная, ты там не должна сидеть вот так вот, ты должна сидеть прямо. То есть есть очень большое давление на то, как женщина физически, как происходит ее физическая жизнь в этом мире. Танец — это тоже физическая жизнь. Соответственно, когда ты, опять же, да, сделаем дисклеймер, это не для всех так. Возможно, вам повезло, мы за вас рады, пожалуйста, продолжайте. Но если нет, слушаем дальше. То есть, когда ты тренируешься, тебе помимо того, что тебе нужно поднять свою физическую форму, свой скилл и так далее, у тебя еще вот эта плита есть, которую тебе надо поднять. То есть тебе нужно научиться выдерживать вот это повышенное внимание, осуждение себя, постоянно выдерживать вот эти сомнения в твоей компетентности, адекватности и так далее. То есть это тоже такой вес, который вот на нас висит. И когда люди говорят «просто тренируйся», вот это «просто», оно разветвляется. И вот эти веточки, они немножко другие, мне кажется, с теми веточками, отличаются от тех веточек, с которыми мальчики работают.
Поэтому иногда просто тренироваться недостаточно. И это не просто, ой, там, психология, надо быть увереннее в себе. Не-не-не, это ежедневный опыт, с которым мы сталкиваемся. А, к сожалению, просто тренировками это сложно преодолеть. Вот такой ответ. И у меня сейчас был прям revelation, некоторые, как insight, тоже на английский перевела, ну ладно. Insight. Да, я подумала, я тоже и с этим сталкиваюсь, это очень чувствую, но больше не в танцах, а просто в повседневности, и это очень изматывает. И я просто подумала, я всегда такие танцы выбирала, ну, типа интеллектуальные, ну, такие, задротские, назовем их. Я как раз подумала, может, то, что я хотела уйти от вот этого male gaze, как бы во что-то, ну, я квадраты делаю, типа, да. Ну, как-то без него иногда тоже хочется, вот, можно я просто потанцую? Да. Спасибо тебе большое. Сегодня у меня в гостях была Ксения Сайренто. Подписывайтесь, ставьте лайки, будут все ссылочки везде. И подкасту можно помочь финансово, можно задонатить на Бусти. Ссылка тоже внизу. Поддержите локальных креаторов. Христа ради. Пожалуйста. Все, спасибо большое. Спасибо большое, дорогая. Креатива.